Всем привет, меня зовут Кристиан Костов, и это видео отличается от всех предыдущих видео на этом канале и, наверное, всех последующих. А, Совсем недавно я получил кучу сообщений на почту, в Твиттере, в ВК, где угодно, о том, что я недостаточно искренне с вами из-за там каких-то статей и так далее, какой-то бред, вообще не понимаю, откуда это пошло. Но раз вы так хотите искренности, вот вам искренность, я буду с вами до конца честным. Я снимаю нюд-видео, я не буду делать ни дублей, если я скажу что-то не так, будет какой-то косяк, пускай, будет хейт, окей, пожалуйста, как бы ваше дело. Зачем я веду блоги, почему я стал блогером, зачем я снимаю эти видео? Дело в том, что я не раз говорил, что я против блогинга и так далее, но много изменилось. Все началось в 2014 году, что ли, да, тогда я стал снимать себя, тогда я стал заниматься соцсетями. Началось все с ВК, потом потихоньку Инстаграм и так далее, но тогда я снимал только каверы, а сейчас я решил вам больше показать себя, то есть поднять, может быть, кому-то настроение, может быть, кому-то сделать день и так далее, но я, правда, очень часто задумываюсь, нужно ли это мне вообще, стоит ли это делать, стоит ли тратить на это свое время, свои силы, потому что у меня университет, я такой же школьник, я только-только закончил школу. То есть у меня, правда, очень много дел, у меня семья, у меня профессия моя первостепенная, это артист, выступаю очень много, график просто мега загруженный. И вот реально все началось с 2014 года. Почему я так говорю? Потому что уже тогда начался хейт, и уже тогда мне говорили, какой я бесталанный, как вообще я попал на финал. И я до сих пор благодарен Диме за то, что он помог мне поверить в себя, за то, что он дал мне возможность показать себя. То есть я выбрал команду Дмитрия Билана, и я не жалею об этом вообще ни на секунду, ни на минуту. И помню вот эти сравнения с Львом Акселеродом, то, что вот это голос, а Кристиан петь не может, не умеет и не будет никогда петь. И, в принципе, с тех пор начался весь этот хейт, что, опять-таки, повторюсь, что это таланта нет, внешности нет, ничего нет, зачем он это делает. И я это все могу простить. То есть все это время с этим борюсь и так далее. Но больше всего ненавижу, когда начинают говорить что-то про мою семью. То есть когда говорят, что меня там... Я даже не могу это сказать, потому что мне писали такие вещи про моего брата, про мою маму, про моего отца, которых они знать не знают, какие-то статьи в желтой прессе, и это все очень странно. То есть я могу простить все, но семью вы, пожалуйста, не трогайте. И то, что все куплено, да, знаете, я был бы очень рад, если у меня все было куплено, потому что это вообще никаких проблем, никаких трудностей. То, что я купаюсь в деньгах, то, что у меня мега богатые родители, это так круто говорить об этом со стороны, ребят, просто это замечательно, учитывая то, что на самом деле все вообще наоборот, я даже не знаю, мне радоваться или не радоваться. Ваши слова да богу в уши, как говорится. И если бы все было так легко, на самом деле я до сих пор помню тот период, то есть как раз вот тот период «Голоса», когда мне все говорили, что как все куплено, какие родители у Кристиана. Я своего отца тогда не видел несколько лет. Я не буду вам объяснять, почему, я не буду вам объяснять все, потому что это семейное, это личные дела. Но я вас прошу, не стоит говорить о моих родителях, о моей семье ничего плохого, потому что вы их не знаете. Можете говорить все, что угодно про меня, но не про них. Деньги, богатство, это не имеет никакого значения. То есть единственное, что мне дали родители, и за что я им безмерно благодарен, это воспитание и любовь. Поэтому, если у вас есть какие-то проблемы с этим, то, мне вас искренне жаль. Что бы я еще хотел вам сказать? Наверное, стоит перейти к Евровидению. Да, большинство из вас узнали меня именно после этого проекта, и мне очень приятно было читать ваши комментарии. Я был шокирован реакцией, я не ожидал, что так много людей смотрит этот проект. И я, правда, не думал, что будет настолько позитивный вайб от всего этого и от песни. Вам всем так все понравилось. Я, правда, очень рад, но все говорят, что ночь Евровидения была такая волшебная, замечательная, классная. А я, если честно, хотел провалиться под землю, рыдать, орать, кричать. И после объявления результатов мне просто не хотелось ничего. У меня было ощущение, что меня
просто вот так взяли, вот так окунули кое-куда и высунули такие, а теперь ты идешь на камеру, и ты должен говорить о том, как ты счастлив, как ты рад. Я не был счастлив, я не был рад. Мне хотелось просто, я не знаю, убиться. Серьезно, я о чем только не думал в тот момент. И меня просто потащили на камеры говорить всей Болгарии о том, что я не выиграл, о том, что я не смогу принести этот праздник в свою страну. И мне было дико мерзко, мне было просто жутко. И мне пришлось опять-таки играть роль, мне пришлось строить из себя улыбаку, мне пришлось... Хотя, если так вспомнить, то у меня это не получилось, потому что я не могу врать себе. И я рад, что не было хейта хотя бы после этого. То есть все-таки есть человечность у людей. И очень часто мне говорят, что ты там... У тебя идеальная жизнь, ты очень классный, у тебя как там все круто. Очень часто в DM, в директ-месседж мне приходят сообщения. Смотря твои истории, я просто не хочу жить, какая у тебя классная жизнь, как ты круто живешь, не жизнь, а мечта, но я рад, значит, у меня получается выполнять свою работу, значит, я смог кому-то поднять, может быть, настроение своей жизнью, я не знаю, снимая эти все истории, улыбающиеся с эффектами собачки. На самом деле все вообще иначе. То есть я не высыпаюсь, я постоянно ссорюсь с семьей, я очень импульсивный человек, на самом деле. Я очень много злюсь, я вечно собой недоволен, и из-за этого из-за этих всех проблем, из-за недосыпов и так далее, я просто начинаю тормозить. Я просто не успеваю со всем графиком, я начинаю забивать на некоторые вещи, и иногда самое ужасное, я начинаю забивать на себя. То есть я могу просто не есть 3 дня подряд, и потом идут вот эти комментарии все насчет моей худобы. Да, я худой, но только я знаю, что я прошел через дистрофию, только я знаю, что я лежал 2 месяца в больнице, и там самые приближенные люди. Я не знаю, то есть я молчу про себя, у меня были проблемы с самооценкой, и я дико не любил себя за то, как я выгляжу. Если вы посмотрите мои фотографии 2013 года, я был вообще другой, я был полненький, маленький мальчик, но после этого у меня были проблемы со здоровьем, как и в детстве. Когда мне было лет 5, у меня была мышечная дистрофия, и моя мама дико переживала из-за этого, потому что, мне, честно, можно было сломать руку вот так. И то, что я худой, это не повод для того, чтобы меня оскорблять и хейтить. Также очень многие комментируют мои зубы, мою замечательную улыбку. Знаете, вы говорите, что хотите, а мне нравится. Мне нравится эта щербинка, я ее не уберу. Что бы вы ни говорили. То есть вот она, это моя щербинка, и она мне нравится. Это я, такой я. Я предлагаю вам просто любить себя и быть такими, какие вы есть. Вам не нравится моя кожа, то, что у меня прыщи, у кого их нет. Вот, ребят, реально, у кого нет в переходном возрасте прыщей, скажите мне. Если у кого-то нет прыщей, это просто круто, я вам завидую, это классно. Но все мы люди, и я считаю, что судить кого-то за внешний вид, это, как минимум, некрасиво и невоспитанно. То есть это то, что мы не выбираем, это то, какие мы есть. Но больше всего меня поражает комментарий насчет того, что у меня есть гейские замашки. Ой, да ладно, что вы? Я просто вообще это не понимаю. Реально, когда я себя вел как человек нетрадиционной ориентации, то есть я фотографируюсь, я фотографирую небо, что я сделал не так, я правда не понимаю. Я одеваюсь как-то вызывающе, вам что-то не нравится в моем стиле одежды, мне все нравится, вы можете продолжать говорить все, что угодно, и мне кажется, это как минимум странно, будь я человеком нетрадиционной ориентации, мне кажется, в 17 лет я бы это уже понял, я бы вам всем просто это сказал, потому что нет смысла скрывать. В ЛГБТ-сообществе нет ничего плохого, и весь этот хейт абсолютно не... В нем нет никакого смысла, он не имеет никаких вообще причин существовать. То есть это просто ненормально. И я считаю, что это неадекватно писать про меня то, чего вы просто не знаете. Я не супергерой, и я просто человек, и я хочу вам напомнить про это. Я не искренний, пожалуйста, я всегда искренний с вами, вы можете говорить все, что угодно, я вам не вру, и я обещал себе это. Поэтому, если я что-то не говорю, не значит, что этого нет. Я вас всех очень люблю. Я повторюсь, это без дублевого видео, поэтому я ошибаюсь. Всех очень люблю. Спасибо вам большое за то, что вы посмотрели это видео до конца. Я
Надеюсь, что оно никого не обидело, надеюсь, что оно никому не испортило настроение. Я надеюсь, что в этом есть смысл, и что вы меня услышите. Я прошу вас, давайте будем добрее, давайте мы не будем писать хейт-комментарии везде, где это можно, потому что в этом нет никакого смысла. Оно просто вернется вам, и вы кому-то можете сделать больно просто своим комментарием под фоткой. Поэтому прошу вас, давайте выражайте свое мнение, но немножко иначе. Я думаю, что так мы сможем найти общий язык лучше, и мы узнаем друг друга получше. Меня зовут Кристиан Костов. Я вас всех очень люблю. Тим Крис лучший. Пока.